Мы как и использовали их, так и будем использовать. Здравствуйте, как вы думаете, что такое белок? Тем смещение происходит в сторону растительных белков. Это важно. Курица с гречкой вот здесь, они вот здесь уже, и вот здесь вот. Потеря силы, разрушение мышечных волокон. И параллельно этому развивается потеря костной массы. Остеопороз и саркопения, они параллельны, и всегда они практически идут вместе. Насколько хватило вас на приготовление правильных завтраков, ланчбоксов, которые вы и мы носили с вами, я тоже этим занимался. Переедая животный белок, думают, что будут набирать мышечную массу или худеть. Если будем есть только животный белок, никаких серьезных результатов не произойдет. В результате не получается ничего, да? Я же прав? Да, если у нас не получается что-то, конечно, нужно что-то поменять. В этой части мы продолжаем разбираться с набором мышечной массы, как восполнять дефицит мужчине и женщине, и что делать, чтобы у нас все получалось. А что же делать с продуктами из магазина? Использовать их или нет? Конечно, мы как и использовали их, так и будем использовать. Это часть рациона, который формирует в принципе нашу дневную калорийность. Мы будем учиться с вами использовать нужные продукты в определенное время, формировать правильные пищевые тарелки. То есть тот рацион, который дает нам результат, улучшает самочувствие и качество тела. А Herbalife – это сбалансированное питание, которое включает в себя легко усваиваемые белки, жиры, сложные углеводы, клетчатка, витамины, микроэлементы. То есть это все то, что необходимо нашим клеткам. На секундочку задумайтесь, кто мы есть? Мы – это триллионы клеток. И насколько мы будем давать качественное питание клеткам, настолько мы будем качественно выглядеть, качественно себя чувствовать и, соответственно, долго жить. Наша задача с вами – поменять привычки питания и дать организму то, в чем он так долго нуждается. Какая-то часть людей полагает, что чем больше я буду есть, тем, соответственно, мышечная масса быстрее и больше станет. На самом деле это не так, и наша задача сформировать адекватные питательные приемы пищи, как я уже выше упомянул, и их количество должно быть адекватным в течение дня согласно вашего режима дня, от 4 до 6 приемов пищи. Организм и вообще в принципе... Помните, я говорил про гормональный фон? Это важно. Мы не должны мешать своему сну. И насколько качественный и легкий наш ужин будет, настолько мы будем высыпаться и, соответственно, следующий день будет протекать в плане питания. Моя простая рекомендация. Берете свой традиционный ужин, делите его пополам и съедаете эту часть. И чуть позже мы выпиваем вечерний коктейль. Это лучшее решение, что сейчас есть на рынке. Это комплекс белков, в том числе L-триптофан, аминокислота, которая нужна для того, чтобы наш организм ночью спал и высыпался. И, соответственно, все это в совокупности влияет на восстановление и усвоение питательных веществ. Поэтому используйте. Наш с вами рацион – это не только макро- и микроэлементы, это еще и вода. И насколько мы будем приближены к потреблению своей нормы воды, настолько качественно все будет усваиваться. Мы можем есть суперпродукты, супервитамины, но если у нас недостаточное количество воды в организме, все это бесполезно. Поэтому потребляйте норму воды, учитесь, а мы этому учим. Мы учим грамотно распределять ее в течение дня и подсказываем, как ее лучше научиться пить, чтобы было комфортно и легко, потому что многие люди иногда напиваются на ночь, и это тоже является ошибкой. Здравствуйте, как вы думаете, что такое белок? Но, наверное, это мясо, курица, яйца. Спасибо. Исходя из запроса, многие люди полагают, что белок – это мясо. Ну, некоторые думают, да, рыба. На самом деле белок делится на два вида – на растительный и животный. И чем старше организм, тем смещение происходит в сторону растительных белков. Это важно. Важно сбалансировать, сочетать растительный и животный белок у себя в разных приемах пищи, потому что это будет вести вас к результату. Многие, переедая животный белок, думают, что будут набирать мышечную массу или худеть. Если будем есть только животный белок, никаких серьезных результатов не произойдет. И при формировании своего рациона мы должны потреблять
близкое к своей норме значения по белку. И важно помнить, в каждом приеме пищи мы должны искать белок и клетчатку. Движение – это жизнь, поэтому не забываем про физические нагрузки. Если вы хотите набирать все-таки мышечную массу, они очень нужны. Без них никуда. Нам нужно создать гипертрофию мышечных тканей. И, конечно, все мы разные. Кто-то занимался спортом, кто-то нет. Прошлое тоже у всех разное. Кто-то начнет с домашних тренировок, кто-то вообще начнет с зарядки, а кто-то будет уже и ходил, и будет ходить в тренажерный зал. Те, кто ходит в тренажерный зал, обращайтесь к инструкторам этих залов, пусть они со стороны посмотрят и помогут вам сформировать ваш тренировочный план, веса и так далее. Тем самым вы будете прогрессировать быстрее. Если вы дома, я рекомендую вам найти какого-то консультанта или фитнес-тренера для того, чтобы он лично вас проинструктировал и дал вам те советы, исходя из ваших особенностей и вашего стиля жизни, в принципе. Или 2 в 1, и консультант по питанию, и фитнес-тренер. Все индивидуально, но помните, что перед тренировкой они очень негативно влияют на восстановление. Оптимальное количество 2-3 тренировки в неделю. И они должны быть прогрессирующими, как я сказал. Наша задача не навредить. Фитнес во оздоровление. Помним, 80% питания, 20% физические нагрузки. Я не могу не сказать о том, что будет, если мы не будем формировать мышечную ткань и поддерживать ее питанием и физическими нагрузками. У людей в возрасте происходит замещение мышечной ткани на жировую. Называется это саркопения, потеря силы, разрушение мышечных волокон. И параллельно этому развивается потеря костной массы. Остеопороз и саркопения, они параллельны, и всегда они практически идут вместе. Поэтому задумайтесь, сейчас мы с вами создаем фундамент, чтобы в будущем мы жили качественно, активно, ну и, соответственно, долго, как я уже сказал. А теперь вопрос к тем, кто уже следил за питанием, старался набирать мышечную массу из обычных продуктов. Насколько вас хватило? Насколько хватило вас на приготовление правильных завтраков, ланчбоксов, которые вы и мы носили с вами? Я тоже этим занимался. Курица с гречкой вот здесь, а не вот здесь уже, и вот здесь вот. Насколько хватило? Да ненадолго. И поэтому компания Herbalife Nutrition придумала то, что экономит нам бюджет, экономит нам время, это питательно. Помните про триллион клеток, которые я говорил? Мы — это клетки. Все, что необходимо, там есть. И вот это вот все комфортно и качественно дает нам питание и формирует мышечную массу, ее поддерживает, ну, исходя из общих рекомендаций, которые я выше перечислил. Поэтому, ребята, инвестируйте в себя, инвестируйте в свое будущее, тратьте время на полезные дела. Увидимся. Пока.